Когда сгущаются сумерки, и в темном небе загораются тысячи звезд, во всем величии и красоте предстает перед нами бесконечная Вселенная. Звездное небо всегда приковывало взоры человека. Наука и суеверие веками спорили о строении Вселенной. Очертания созвездий Большой Медведицы, Малой Медведицы, Кассиопеи, Ориона. Тысячи лет тому назад почти такими же видели их наши предки. Наблюдая звездное небо, пытались они объяснить себе строение мира. Уже в глубокой древности люди занимались изучением небесных светил. Так они представляли себе мироздание. Земля плоская, окружена морем. Над ней твердый купол со звездами. Луна и солнце движутся вокруг Земли. Людям нужно было предвидеть наступление лета, зимы, научиться определять часы суток. По движению небесных светил они составляли первые календари. Развивалась торговля с далекими странами. Мореплаватели с давних пор определяли свой путь по звездам. Наблюдая вращение небесного свода, они пришли к мысли, что Земля висит в пространстве, без всякой точки опоры и имеет шарообразную форму. Возникла новая теория строения мира — система Птоломея. Однако по этой теории считалось, что Земля — это центр мира, а все небесные светила движутся вокруг нее. Это заблуждение Птоломея в средние века использовали служители церкви. Оно помогало им утверждать божественное сотворение мира и беспощадно душить дальнейшее развитие науки о мироздании. Шли столетия. Потребности бурно растущей торговли послужили могучим толчком к развитию мореплавания, техники, научной мысли. 1530 год. Великий славянский ученый Николай Коперник. Его учение явилось ударом по церковному мракобесию. Не Земля, а Солнце в центре мира. Земля не более как одна из планет, и сама вместе с ними движется вокруг Солнца. Католическая церковь безжалостно расправлялась с последователями Коперника. Живым был сожжен Джордано Бруно, великий борец за новое учение о строении мира. Суду инквизиции был предан Галилей. Он первый направил на небо телескоп и доказал правильность учения Коперника.
Своим самобытным путем шли к познанию Вселенной русские люди. — 1371 год. В старинной русской летописи записано: «Леса и боры горяху, и болото высохши горяху, и земля горяша. Того же лета бысть знамения в солнце, места черны по солнцу, аки гвозди». Наблюдая солнце сквозь дым лесных пожаров, на целых 2 столетия раньше западноевропейских ученых русские люди заметили пятна на солнце, обнаружив тем самым его материальную, небожественную сущность. 2 столетия тому назад первый русский академик Михаил Васильевич Ломоносов с гениальным прозрением описал физическую природу Солнца. Когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к Солнцу бренно наше око могло, приблизившись, осветь, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов. Там вихри пламенны крутятся, борющись множество веков. Там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Ломоносов внес неоценимый вклад в науку. Он открыл закон сохранения вещества и энергии, ставший основой современного учения о вечности Вселенной. Славный путь прошла русская астрономическая наука. В ее старейших обсерваториях Московской, Пулковской и других работали такие замечательные русские астрономы, как Василий Яковлевич Струве, Федор Александрович Бредихин, Аристарх Аполлонович Белопольский. Небывалого расцвета достигла передовая советская материалистическая наука, познающая и преобразующая мир. Советские астрономы вооружены самой совершенной техникой. Создан менисковый телескоп системы советского ученого Максутова, соединяющий в себе большую компактность с высокими оптическими качествами. Телескоп системы Пономарева для изучения Солнца. Процессы, происходящие на Солнце, тесно связаны с природными явлениями на Земле. Мы видим, например, на специальном экране солнечные пятна. Это мощные круговороты раскаленных газов. В период их наибольшего образования возникает на Земле полярное сияние, магнитные бури и даже нарушается радиосвязь. Изучение солнечных пятен позволяет предвидеть эти явления на Земле. Астрограф — телескоп, которым производится фотографирование небесных тел. По фотоснимкам можно изучать не только наших ближайших соседей по Вселенной — Луну, планеты, Солнце, но и бесконечно далекие звездные миры и туманности, неразличимые глазом даже в телескоп. Одним из основных методов изучения Вселенной является спектрография, впервые широко примененная русским ученым Белопольским. Свет, приходящий к нам от небесного тела, разлагается стеклянной призмой на свои составные цвета. Получается спектр. Положение линий вполне определенно для каждого химического элемента. По линиям спектра можно судить о наличии этих элементов на небесных телах. Кроме химического состава небесных тел, изучение снимков спектров специальными приборами позволяет определять плотность, температуру и даже характер движения самых далеких светил.
Чувствительность современных астрономических приборов необычайно высока. Например, термоэлемент, соединенный с зеркальным гальванометром, в состоянии измерить температуру отдельных мест на поверхности планет. В Пулковской обсерватории этим точнейшим в мире зенитным телескопом постоянно контролируется положение земной оси. Полученные данные позволяют точно определять по звездам свое местоположение на земном шаре и штурманам, прокладывающим пути кораблей в океанах, и геодезистам, изыскивающим трассы великих каналов. Небесный свод — самые точные часы. Прохождение звезд через меридиан отмечается с помощью так называемого пассажного инструмента. По всей нашей стране расходятся сигналы самого точного в мире времени. Они идут отсюда, из Москвы, из астрономического института имени Штернберга. Все дальше и глубже наши ученые проникают в тайны строения Вселенной. Мир встает перед нами таким, какой он есть в действительности. Земля. 12 740 километров ее диаметр. Плотная голубая атмосфера окутывает ее. Луна, спутник Земли. Она почти в 4 раза меньше Земли по диаметру. Обладая сравнительно небольшой массой, Луна не смогла удержать вокруг себя атмосферу. Ничто не защищает Луну от палящих лучей Солнца, и температура на ее освещенной стороне достигает 100 градусов выше нуля. Ничто не согревает ее ночью. Температура здесь опускается до 150 градусов ниже нуля. Только голубоватый свет Земли в это время слабо освещает ее безжизненные скалы. Две недели длится на Луне ночь, пока снова горячие лучи солнца не осветят мертвые скалы. Солнце — раскаленный газовый шар. Поперечник его в 109 раз больше земного. Температура Солнца 6000 градусов на поверхности и до 20 миллионов градусов в центре. Огненные фонтаны на его поверхности, огромные языки протуберанцев поднимаются на сотни тысяч километров. Установлено, что неиссякаемым источником солнечного излучения является атомная энергия. В атмосфере Солнца с помощью спектрографа ученые открыли новое, еще неизвестное вещество. Его назвали гелий, от греческого слова «гелиос» — «солнце». В таблице Великого Менделеева новый элемент занял свое место. Позднее гелий был обнаружен на Земле и нашел широкое применение в технике. Вокруг Солнца обращаются 9 планет, подобных Земле. Сила солнечного притяжения удерживает их на своих, нигде не пересекающихся орбитах. Планеты сами не светятся. Мы видим их лишь потому, что они освещены Солнцем. Девятую планету, Плутон, открыли только в 1930 году. Может быть, и она не последняя. Самая близкая к Солнцу планета — Меркурий. Меркурий лишен атмосферы. Это небольшая планета диаметром всего лишь в 5000 километров
всегда повернута к Солнцу одной стороной. Солнце здесь никогда не заходит. Безжизненные камни накалены его палящими лучами до 400 градусов. На другой стороне Меркурия царит вечный мрак и вечный холод. Венера, равная по величине Земле, она окутана густой атмосферой, открытой еще Ломоносовым. Плотные облака скрывают от нас ее поверхность. Венера по сравнению с Землей, по-видимому, находится на более ранней стадии развития. На ней, возможно, уже существует жизнь в ее простейших формах. А вот и Земля, издалека похожая на голубоватую звезду. Следующая планета в Солнечной системе — Марс. Он имеет двух маленьких спутников. Ближний из них за сутки успевает 3 раза обойти вокруг планеты. Марс меньше Земли. Разреженная атмосфера плохо сохраняет тепло на поверхности Марса. Этим объясняются резкие колебания температуры. У экватора она колеблется от плюс 15 градусов днем до минус 50 ночью. Марс находится на более поздней стадии развития, чем Земля. На нем давно уже нет гор. Их сгладили процессы размывания и выветривания. Почти нет облаков, потому что нет морей и океанов. Белые шапки полюсов — это тонкий слой инея и снега. В этом полушарии Марса весна. Снег тает. В телескоп можно видеть, как безжизненные темные пятна, получив драгоценную влагу, под лучами солнца начинают оживать. Они меняют свою окраску, как весной на Земле леса и степи. Многие буржуазные лжеученые теперь, как и в средние века, не допускают возможности существования жизни нигде, кроме Земли. Советский ученый Гавриил Адрианович Тихов опроверг эти утверждения. Исследуя спектрографом темные пятна Марса, он таким же прибором стал исследовать земную растительность. Первые опыты дали отрицательный результат. Сравнение спектров показало, что зеленые растения отражают тепловые лучи Солнца в большей степени, чем темные пятна Марса. Однако ученый не сдался. Он рассуждал так. Марс дальше от Солнца, чем Земля. На Марсе холоднее. Если на нем имеются растения, то у них должна была выработаться способность в большей степени использовать скудные тепловые лучи Солнца. В поисках подтверждения изучались спектры растений, живущих на Земле в наиболее холодных областях. Оказалось, что растения, живущие в холоде, получающие мало солнечного тепла, действительно меньше отражают его, то есть полнее используют, чем растения теплых областей. Особенно ярко это выражено у голубоватой канадской ели, спектр которой зимой очень похож на спектр марсианских пятен. Так Тихов доказал полную возможность существования на Марсе растительности, положив начало совершенно новой науке — астроботанике. Эта наука о спектральных свойствах растений поможет и нашим мичуринцам в продвижении растений на север. При благоприятных условиях астрономических наблюдений на Марсе видна сетка линий, напоминающая каналы. Высказывались предположения, что это полосы растительности вдоль искусственных оросительных сооружений, построенных разумными существами среди пустынь. Однако, вероятнее всего, что это растительность вдоль трещин на поверхности Марса. Окончательное решение этого вопроса принадлежит
науки будущего. Юпитер со своими спутниками похож на маленькую солнечную систему. Юпитер огромен. По удельному весу он лишь немного тяжелее воды. По-видимому, небольшое плотное тело самой планеты скрыто от наших взоров толстым слоем облаков. Межпланетные путешественники будущего со спутника Юпитера увидят величественную картину поднимающегося из-за горизонта облачного гиганта. Сатурн. Он лишь немногим меньше Юпитера и, подобно ему, всегда закрыт облаками. По удельному весу он даже легче воды. Тайну колец Сатурна разгадала знаменитый русский ученый Софья Ковалевская. Она математически доказала, что они состоят из мелких твердых частиц, движущихся вокруг планеты. Наблюдения академика Белопольского полностью это подтвердили. Возможно, что рой частиц, опоясывающий Сатурн, представляет собой остатки его ближайшего спутника, разорванного силой огромного притяжения планеты. Уран. 84 земных года тратит он на один оборот вокруг Солнца. Нептун. Солнечного тепла он получает в 900 раз меньше, чем Земля. Самая далекая планета — Плутон. Температура на его поверхности около 200 градусов ниже нуля. При взгляде на схему Солнечной системы бросается в глаза пустое место между орбитами Марса и Юпитера. Это область так называемых астероидов. Бесчисленное количество маленьких планеток движется здесь. Диаметры самых крупных из них исчисляются сотнями и десятками километров. Большинство же небольшие глыбы самых различных форм и размеров. Не все астероиды движутся в границах своей области. Орбиты некоторых из них заходят далеко за ее пределы. Не исключена возможность столкновения астероидов друг с другом. Сбитые ударом со своего пути, распавшиеся на более мелкие части, они могут приблизиться к Солнцу. Тогда под действием высокой температуры эти мелкие камни и пыль должны начать испаряться, обрастать газовой оболочкой. Давление солнечных лучей, открытое русским ученым Лебедевым, гонит эти газы в сторону. Так, по теории лауреата Сталинской премии Сергея Владимировича Орлова, образуется комета. Хвост комет, состоящий из необычайно разряженного газа, достигает в длину иногда нескольких сот миллионов километров. Кометы недолговечны. Проходя вблизи Солнца или крупных планет, под действием силы их притяжения, комета распадается на более мелкие образования и со временем рассеивается в пространстве. Отдельные мелкие астероиды можно встретить в любом месте Солнечной системы. Вот летит один из таких камней, рассеянных между планетами. Может быть, не 1 миллион лет бродил он вокруг Солнца, не будучи в силах преодолеть его притяжение и улететь к звездам. Но и здесь, в межпланетных просторах, изредка происходят встречи. На пути камня оказалась Земля. Метеорит приближается к ней. В большинстве случаев метеориты распыляются в верхних слоях атмосферы.
Только изредка более крупный метеорит, завязнув в атмосфере, раскалившись и не успев сгореть, падает на Землю. Новая жизнь началась у метеорита межпланетного странника. Наука изучает эти камни, заставляет пришельцев из межпланетных пространств рассказывать о строении Вселенной. Много интересного дало изучение метеоритов, но главное, что принесли они человеку, это доказательство материального единства Вселенной. Эти куски иных миров состоят из тех же химических элементов, что и наша планета Земля. Мы познакомились с нашей Солнечной системой, но она не больше, как маленький островок в мире звезд. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна, вдохновенно писал Ломоносов. Каждая звезда — это такой же раскаленный газовый шар, как наше Солнце. Звезды вращаются. Первый открыл их вращение советский академик Шайн. Самая большая скорость — это скорость распространения света — 300 тысяч километров в секунду. От Солнца до Земли свет мчится 8 минут. За 5 часов он доходит до самой далекой планеты Плутон. Здесь, в этих бездонных просторах, свет идет от одной звезды до другой ближайшей несколько лет. Световыми годами измеряет расстояние во Вселенной. Многие звезды удалены от Солнечной системы на тысячи и десятки тысяч световых лет. Вселенная живет своей интенсивной, многообразной жизнью. Эта звезда превышает по размеру наше Солнце. Какие чудовищно бурные процессы должны происходить в ней, чтобы заставить ритмично пульсировать ее огромное тело. Цефеида — звезда, которая каждые несколько дней то разгорается, то затухает. Ученые могут наблюдать во Вселенной поведение вещества в условиях такого разрежения, таких высоких давлений, таких высоких температур, которые еще недостижимы в земных лабораториях. Перед нами двойная звезда, меньшая из них — белый карлик. Под действием необычайно высокой температуры атомы в ее недрах растеряли свои электроны, остались атомные ядра, которые сблизились, и плотность вещества звезды возросла необычайно. Самый маленький из известных нам белых карликов меньше Земли, но потребовалось бы несколько тысяч земных шаров, чтобы уравновесить его. Другая крайность. Красный гигант Антарес. По размерам он превосходит орбиту Марса, но зато плотность его в сотни раз меньше плотности земной атмосферы. Антарес сравнительно холодная звезда, поэтому он красного цвета. Температура на его поверхности не более 3000 градусов. Еще более холодные звезды совсем не светятся. Эти черные тела можно обнаружить только по тепловым лучам, которые они еще излучают. В недрах звезд некоторых типов в определенные моменты их эволюции развиваются особенно бурные атомные реакции.
Давление света раздувает звезду. Она сбрасывает свои внешние слои. Издалека, кажется, вспыхнула новая звезда. Через некоторое время звезда возвращается в прежнее состояние, а выброшенное ею вещество постепенно рассеивается в пространстве. Межзвездное пространство не является пустым. Разряженные газовые туманности движутся здесь, излучая холодный люминесцентный свет. Подтвердились предположения, высказанные в прошлом веке русским ученым Струве. Скопление мелких твердых частиц образует здесь местами своеобразные темные облака. Космическая пыль и газы — это та материя, из которой могут возникать и формироваться звезды. Звездный мир, в котором мы живем, имеет свои границы. Эту огромную звездную систему, окружающую нас и наблюдаемую с Земли как Млечный Путь, астрономы называют галактикой. Она насчитывает свыше 100 миллиардов звезд. Вселенная познаваема. Непрерывно расширяются границы наших знаний, наблюдений, исследований. Все более мощные телескопы направляет на небо человек. Все более совершенные приборы применяет он для объективного изучения Вселенной. Все новые и новые страницы увлекательной книги природы открываются перед нами. Стало известно, что галактика всего лишь островок во Вселенной. Открыто уже более 100 миллионов галактик, подобных нашей. Расстояние между галактиками измеряется миллионами световых лет. Современные телескопы позволяют наблюдать галактики, удаленные от нас на расстоянии 500 и даже 1000 миллионов световых лет. Но и на таких расстояниях нет и намека на приближение к границам Вселенной. Абсурдны утверждения некоторых буржуазных ученых о конечности Вселенной. Вселенная материальна и бесконечна. До сих пор ученые обнаруживали во Вселенной только процессы старения звезд. Никто не видел их рождения. Это позволило современным мракобесам возродить нелепую теорию о единовременном божественном сотворении мира. Работы крупнейших советских ученых Шмидта, Фесенкова, Шайна, Амбарцумяна и других наносят этим лженаучным теориям сокрушительные удары. Президент Академии наук Армянской ССР Амбарцумян заметил, что голубые звезды распределены в галактике неравномерно, а группами, ассоциациями. Голубые звезды должны были перемешаться с другими. Раз это не произошло, значит, они недавно возникли и еще не успели разойтись. Эта мысль подтверждается и характером процессов, происходящих на голубых звездах. Голубые гиганты – самые горячие звезды. Большинство из них так интенсивно рассеивает свое вещество, что оно должно было бы иссякнуть в течение нескольких сотен тысяч лет. Это ничтожный отрезок времени, поскольку возраст Солнца и планет исчисляется, например, миллиардами лет. Звезды не возникли когда-то все сразу. По теории Амбарцумяна, они возникают постоянно, группами и в наше время. Расходуя свою энергию, голубые звезды постепенно остывают, меняют свой цвет, уменьшаются в объеме. В одной из таких групп возникло в свое время и наше Солнце. Движение во всех его видах есть форма существования материи. В одном из ее бесконечных превращений возникла наша Солнечная система. В результате многолетних работ академиком Шмидтом создана новая теория происхождения планет. Солнце было окружено облаком холодной космической пыли и газа. Облако вращалось и поэтому имело сплющенную форму. Пыль сгущалась в комки.
Комки соединялись друг с другом. Они постепенно росли, начинали вращаться, уплотнялись, образуя шарообразное тело планеты. Теория происхождения планет из холодной космической пыли по-новому освещает геологическую историю Земли. В различных местах Вселенной возникают и будут возникать все новые Солнца. Одни одинокие, другие с планетами вокруг них. На некоторых из планет в определенный момент их эволюции неизбежно будет возникать и расцветать жизнь. Наука все больше и больше познает и раскрывает тайны Вселенной. Неисчерпаемо ее разнообразие. И сегодня, опираясь на научные данные, мы можем представлять себе иные миры со всей их необычностью и красочностью. В безграничных просторах Вселенной относительно небольшое место занимает наша галактика. Внутри нее наша Солнечная система. Наша планета Земля. Человек, вооруженный материалистической наукой, способен преодолеть любые пространства, проникнуть вглубь времен и еще лучше познать окружающий нас мир. Чем глубже будет изучена Вселенная, тем большую власть над природой будет иметь человек. По этому пути идет передовая советская наука. Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики. Если бы дело обстояло иначе, у нас не было бы вообще науки, не было бы, скажем, астрономии, и мы все еще пробавлялись бы обветшалой системой Птоломея.